время рисования карандаши, чтобы они не скатывались со стола на пол, нужно держать в банке или в коробке. В банке немножко неудобно держать карандаши. Они все перепутаны, и короткие карандаши проваливаются на дно, так что их оттуда невозможно достать. Сейчас я пересыпаю карандаши из банки в коробку. Теперь все карандаши на виду, как на ладони. И когда рисую, не придется долго искать нужный карандаш. Все они на виду. У коробки есть крышка, которая нужна для удобства хранения. И во время транспортировки крышка пристегивается канцелярскими зажимами. Ну а во время рисования крышку я убираю в сторону, чтобы она не мешала. Конструкция коробки примитивная. Конструкцию сам придумал. И технологию изготовления записал на видео. Смотрим. Дальше смотрим с самого начала, как делается эта коробка. Потому что в магазине вы такое не купите. Для изготовления коробки нам понадобится набор столярных инструментов. Расходные материалы — это кусок фанеры, деревянная речка с сечением сантиметр на сантиметр, клей ПВА, шурупы и еще банка подсолнечного масла или олифы. Начинаем с разметки. Длина коробки 21,5 сантиметр. Из расчета, что длина любого карандаша равна 17,5 сантиметров, карандаш в коробке должен лежать более-менее свободно, чтобы его легче было достать. И прибавляем еще 2 сантиметра на толщину стенок коробки. В сумме получается 21,5 сантиметр. Разметка готова. Теперь приступаем к нарезке фанеры. Нужна ножовка с мелкими зубчиками и струбцина. Струбциной фанеру прикручиваю с одной стороны к столу, другой конец фанеры придерживаю ладонью. Ножовку держим под углом 45 градусов. Видеозапись ускоряем. Когда допилил уже почти до конца, струбцину перекручиваю с другой стороны. Было бы удобнее крепить фанеру двумя струбцинами к углу стола. Одной струбцины здесь маловато. Приходится придерживать фанеру рукой. Остаются заусенцы, которые нужно зашкурить наждачной бумагой. Далее мы делаем разметку под шурупы. Шурупами мы будем прикручивать речки к днищу фанеры. Тут большая точность не требуется, поэтому разметку под шурупы делаю на скорую руку. Разметку нужно рассчитать так, чтобы отверстие под шурупы было на расстоянии примерно 5 мм от края. Теперь насверливаем отверстие под шурупы. Расстояние между отверстиями примерно 15-20 сантиметров, где-то так.
Теперь меняем сверло, берем сверло пошире и делаем потай. Потай — это расширенная часть отверстия, куда должна спрятаться головка шурупа, чтобы шуруп не оттопыривался над коробкой. При насверливании потая дрель должна крутиться в обратную сторону. Для этого мы поворачиваем специальный рычажок и сверлим на малых оборотах, чтобы случайно не просверлить фанеру широким сверлом насквозь. У дешевой фанеры обычно одна сторона гладкая, другая сторона с сучками. Сучковатую сторону разворачиваем так, чтобы ее не было видно. Далее мы нарезаем рейки, намазываем их клеем и присверливаем шурупами к фанере. Перед тем, как присверливать, рейку намазываем клеем. Клей ПВА. Для этой цели лучше купить клей ПВА подороже и погуще. У меня, например, клей марки Stoller. Клей придает дополнительную прочность и можно обойтись меньшим количеством шурупов. На этом можно считать, что коробка готова, но по-хорошему ее еще нужно покрасить. Все деревянные фирменные мольберты и этюдники, они все покрашены льняной олифой. Вот эту банку олифы я покупал в магазине Leroy. Написано, что в составе есть еще секатив, то есть ускоритель высыхания. В общем, качественная штука. Качественная олифа должна быть из льняного масла. Если у вас нет олифы, то берите льняное масло. Это примерно то же самое. Олифа — это вареное льняное масло. Если нету льняного масла, то подойдет и подсолнечное масло. Просто оно сохнет немножко дольше. После покраски оставляю коробку минут на 20, чтобы олифа как следует впиталась. Затем тряпкой протираю излишки олифы. Жду еще пару дней, чтобы она как следует просохла, и уже можно пользоваться. Запах окончательно выветривается примерно через неделю.
После покраски маслом дерево выглядит красивее, считается, что лучше сохраняется и меньше пачкается. Вот коробка готова. Пастельные карандаши, они ломкие, их однозначно лучше хранить в коробке. Это набор моих пастельных карандашей. В основном здесь карандаши Derwent и Faber-Castell.